Всем привет! Сегодня я покажу, как реализовывал проект длиной в год. Сначала это была всего лишь идея в моей голове, которая переросла в полноценное устройство. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. И начнем, наверное, с того, что я отвечу на комментарии с упреждением. Думаю, самый частый из них будет о том, что уже есть готовое устройство, зачем изобретать велосипед. Естественно, я видел много готовых устройств, микросхемы протоколов. У меня же была другая задача – получить опыт. В ходе работы над данным проектом я научился работать с фильтрами, с режимами захвата в STM-ке, с детектором нуля, с генерацией шима на прямом и инверсном выходе, а также много еще чего по мелочи. Считаю, что такой опыт можно приобрести только на реальных примерах, а такая задача подходит как нельзя лучше. А теперь переходим к более детальному изучению вопроса. Какая конечная цель данного устройства? Это некая аналогия умного дома, но передача информации будет идти не по Wi-Fi или Bluetooth, а прямо по питающим проводам. Естественно, передавать объемы данных таким образом смысла нету, а вот команду «включить лампочку» можно и передать. Как же реализовать данную затею? У нас имеется целых два провода, по которым подается питание в приборы. Мы же можем подать в эти провода напряжение с определенной частотой, а в другой розетке принять их. Желательно это делать в моменты, близкие к нулю напряжения. Тогда наблюдается меньше всего помех, что повышает шанс получить валидные данные. Для более детального изучения вопроса рекомендую погуглить протокол X10 и микросхемы к нему. Там сможете найти много интересных моментов. А пока предлагаю посмотреть схему устройства и уже основываясь на ней идти дальше. В основе всего лежит трансформатор, который является и передатчиком, и приемником сигнала. А также тут находится развязывающий конденсатор, так как трансформатор при подаче на него 50 Гц просто сгорит из-за малого количества витков. Всю эту конструкцию необходимо чем-то раскачать. Для этого задействована схема пуш-пула, которая производит раскачку первички. Импульсы же подает мозг схемы STM32. С еще одной обмотки трансформатора мы снимаем данные. Поначалу я думал, обойдусь без фильтров, но как оказалось, в заводских решениях их ставят не зря. Без фильтра мы получаем полную шляпу, так как искажения в сигнал вносят все, кому не лень. После фильтра поставил обыкновенный компаратор, которому можно задать порог срабатывания. Это полезно при синхронизации девайсов, которые находятся на большом удалении друг от друга, и уровень сигнала уже значительно ослаблен. Дальше сигнал в форме 1 или 0 поступает на ногу захвата STM, а она уже оценивает длительность импульса, и от этого получаем входящую частоту. Для быстродействия использую DMA, и по итогу процессорное время не тратится на доставку данных во временной буфер. Также нам нужно отследить временной промежуток перехода синуса через 0, поэтому устанавливаем детектор нуля. Самый простой тут уже не подходит, так как нужно отслеживать довольно точно. Применил более сложную схему, но и собственно блок питания, который запитает STM и сможет качнуть трансформатор. Теперь давайте соберем железки и начнем проводить опыты. Я буду собирать на макете, так как тут еще 1000 раз все поменяется. Если бы я был уверен, что такого не произойдет, то развел бы плату и заказал ее изготовление у китайской компании PCBWay. Сделать это можно буквально в 2 клика. Загружаем архив на сайт, далее выбираем характеристики платы, толщину, цвет, количество и отправляем в корзину. Оплачиваем и через пару недель получаем долгожданные платы, которые придадут вашему устройству заводской вид. Для сборки прототипов нам нужно некоторое количество деталей, из которой должно получиться полноценное устройство. Так как тут есть моточные изделия, то давайте про них подробнее. Трансформатор можно рассчитать в программе старичка. Зададим входные и выходные напряжения и получаем параметры витков. Выходное напряжение я выбрал 12 вольт. Вот с этим параметром можно поиграться, так как от выходного напряжения зависит дальность работы. Для простоты я сделал все 4 обмотки по 12 витков, что в принципе получается вместить в один слой. И таким образом на трансформаторе даже осталось место для еще одной обмотки. Вторым элементом является дроссель. Его индуктивность должна выйти около 22 микрогенри. Можно было взять и готовый, но под рукой не нашлось.
Мотаем его на гантельке, благо для этого все есть. Остальные элементы по сути стандартные, бери да паяй. Ничего сложного там нету. Схему можно было бы уменьшить, но для простоты сборки я с размерами не заморачивался. На самом деле я забежал немного вперед, и макеты я делал уже в самом конце проекта. До этого я писал код на вот таких двух платках, которые передают информацию друг в друга. Тут, собственно, я и откатал базовые принципы работы по формированию шим и по захвату сигнала. А также подавал сюда с генератора сигналов импульсы, имитируя сеть. Логическим анализатором захватывал входа и сопоставлял их с данными, которые видел в отладке. Вроде все это несложно, но времени забрало достаточно много. Логика кода вышла довольно простой. Во время передачи мы делаем следующее. В зависимости от того, какой бит нужно передавать, устанавливаем нужную частоту на выходе. 120 кГц для единицы и 100 кГц для нуля. Запускаем таймер в режиме One Pulse Mode с количеством повторений 7. И так делаем 32 раза. Триггером же для передачи является сигнал с детектора нуля. А во время приема у нас с точностью наоборот. Мы разрешаем работу ДМА, когда приходит сигнал с детектора нуля. По первому нарастанию сигнала делаем захват, одновременно с этим сбросив регистр счета таймера. А если таймер досчитывает до значения, установленного на втором канале, считаем, что новые данные приняты и можно анализировать, что у нас пришло, 0 или единица, и дальше записывать его в переменную. После успешных тестов на мини-макете я принялся делать первую версию передатчика. Получилось максимально на соплях. Главное проверить саму идею. И оно заработало. В одну розетку отправил, а в другой увидел. Параллельно я в нашу группу в телеге скидывал видосы. И мы там обсуждали, как можно побороть ту или иную проблему. А таких было немало. Одно из самых болючих было то, что в момент включения трансформатора в сеть пробивало ключи и STM32. Пришлось добавлять супрессоры для защиты. Также на момент первых тестов у меня на приемной стороне не было блока питания, а был просто трансформатор, к которому я подключил осциллограф и смотрел импульсы. А вот когда появился блок питания, то он стал гадить в линию, на частоте выше, чем я передаю данные. Именно поэтому в схеме появился фильтр, который был призван убрать помехи, и он справился отлично. Когда же уже начались тесты с полноценными макетами, то не обошлось без косяков. Несколько раз перепаивал, потом коротнул 3,3 вольта и сгорел стабик. А он находится на другой стороне платы. Короче, пришлось сверлить макетку, чтобы удалить сгоревший элемент. Что касается тестов, то их было проделано очень много. Покажу самый важный. Подключаем к плате осциллограф. Одним каналом на ножку захвата, а вторым на фильтр. Всю эту конструкцию включаем в розетку, а сами со второй платой идем к другой розетке. Нажимаем на кнопку на плате и происходит передача данных. Это видно по осциллографу. При таком удалении уже заметно небольшое затухание. Для примера, если оба прибора включены в одну розетку, то импульсы гораздо больше по амплитуде. И в такие моменты в работу вступает даже супрессор. Идеей фикс была проверить работу через весь огород. Вон там в центре у меня установлена розетка, и в нее я включил приемную часть, а в качестве нагрузки подключил лампочку. Во дворе же я воткнул передатчик в другую розетку, чтобы было видно обе платы. И если нажать на кнопочку тут, то там загорается лампочка. Но это прям очень круто. Если вам понравилась данная затея, то я продолжу развивать эту тему. Улучшу протокол, сделаю отдельные устройства, такие как реле, датчик, выключатель. Ну а пока на этом у меня все. Спасибо, что смотрите, и до новых встреч. If I stay, will you stay? If I go, will you go? If I pay, will you play? Do you know what I know? Do you love? Do you